Здравствуй, мой дорогой зритель! Сегодня я расскажу самую крутую сказку за всю историю человечества. Для потомков, чтобы помнили и смеялись, вспоминая, как это было. Во всех религиях мира, в христианстве, в исламе, в индуизме, в буддизме есть одно пророчество. Всадник на белом коне. Махди, Калки, Матрея. Имена разные, а суть одна и та же. Когда наступает полный хаос, когда демоны в человеческом обличии совсем обнаглеют, явится какой-то парень. Многоименный, дважды рожденный, с мечом в руках, с небесным воинством и с духовным оружием. Будет скакать по всему миру невидимо и уничтожать всех демонов. И все ждут этого парня. Тысячи лет. Пишут книги, пророчества, свечки ставят, гадают на картах Таро. Но никто не знает. Никто не знает, как это будет. Что за меч, что за воинство, что за духовное оружие, которым можно поразить тех, кто держит весь мир в страхе. И как вообще навести справедливость во всем этом мире и сделать так, чтобы повсюду наступил золотой век. В общем, все ждут, и никто ничего не понимает. Как в том анекдоте: когда приедет ревизор? Когда скажут. А когда скажут, когда приедет. В истории человечества была одна сказка. И было это где-то в Египте. Жили-были евреи. И были они в рабстве. Фараон их угнетал, налогами душил, паспорта не выдавал и держал на голодном пайке, заставлял строить пирамиды. И вот среди этого народа появляется чувак по имени Моисей, что, говорят, где-то на горе разговаривал с говорящим кустом. Смотрит, в общем, Моисей на всю несправедливость, происходящую с его народом, и думает: так, все. Что-то все это мне надоело. Так точно не пойдет. И пошел, значит, Моисей такой к фараону. Приходит такой и говорит: слышь, чувак, отпусти мой народ. Хватит, в общем, всех гнобить и душить. Фараон его послушал, почесал репу и отвечает: да иди ты нахер, Моисей. Моисей говорит: ладно, разворачивается и уходит. И тут вдруг, откуда ни возьмись, на Египет обрушивается первая казнь. Воды Нила стали красными и превратились в кровь. Рыба вся погибла, а воды, в общем, не стало. И пить, собственно говоря, нечего. Вода в дефиците. Фараон такой сидит и думает: наверное, случайность какая-то. Но нет, опять приходит Моисей. И ходит каждый раз, 7 раз подряд. А после того, как фараон ему отказывает, происходит какая-то ерунда, какая-то казнь. Жабы, твари, саранча, морь скота, пандемия, огненный град с небес и тьма. Тьма непроглядная. И так 7 раз подряд. А 7-я казнь – это смерть всех первенцев у элиты Египта. И тогда фараон сломался. Смотрит такой на Моисея и говорит: так, ребята, что-то вы мне изрядно понадоели. Валите отсюда. Собрал, значит, Моисей свой народ и в пустыню. На 40 лет. А самое смешное, никто так и не понял, как все это работает. Думали: Бог, чудеса, горящий куст. Но никто почему-то не спросил, а что делал Моисей между визитами к фараону? И сказка об этом молчит. А между тем Моисей уходит от фараона и возвращается к своему народу. И все они ночью садятся в кружок, молчат, медитируют, дышат синхронно и направляют единое намерение в одну точку. Пусть справедливость восторжествует. Без криков, без плакатов, без революций. Просто сидят, молчат, медитируют. И тут бац, первая казнь.
Фараон в шоке, говорит, нет, так, стоп, этого не может быть. А Моисей опять к народу, опять в круг, опять медитирует, опять намерение. Вторая казнь, бац, и так 7 раз подряд. Знаете, почему об этом никто никогда не писал? Потому что это была военная тайна. Фараон, а также вся элита того времени вдруг поняли, против этого нет никакой защиты. Армия никакая не поможет, стены никакие не спасут. Если вдруг народ синхронизируется и направит свое намерение в одну точку, то все капец. Всей элите и вообще всему придет трындец. А потом весь еврейский народ после этого, как его освободили, водили по пустыне 40 лет, и народ забыл. А фараоны и вся прошлая элита запомнила и передала своим детям, а дети уже внукам, про существующие технологии. И теперь их потомки сидят где-то в Давосе и больше всего на свете боятся. Боятся, что мы вспомним эту технологию. А теперь давайте-ка про исследования, которые все почему-то проспали. В 20 веке ученые, ничего не знавшие про Моисея, решили вдруг проверить, может ли группа людей, сидящих в тишине и направляющих единое намерение, влиять на реальность, на физическую реальность. И они провели несколько экспериментов, строго по науке. В 1993 году в Вашингтоне собрали 4000 человек, которые просто сели и медитировали. А в это время уровень насильственных преступлений в городе, на который они медитировали, упал на 23%. В Ливерпуле группа медитирующих превысила порог. Квадратный корень из 1% населения. И преступность в этом городе, в Ливерпуле, вдруг рухнула на 13%, в то время как по всей Англии, где-то в Лондоне, выросла на 45%. В Индии 12 тысяч человек собрались вместе, и уровень насилия в 3 самых горячих точках мира вдруг снизился на 48%. Генераторы случайных чисел, разбросанные по всей планете, которые должны выдавать хаос, в момент групповой медитации почему-то начинали выдавать порядок. Кстати, ученые опубликовали это в рецензируемых журналах. Но знаете, что самое смешное? Никто в это не поверил. Сказали, это все совпадение, а не научное доказательство. А когда все это повторилось, якобы совпадение, и не один раз, не два, а несколько десятков раз, все это вдруг засекретили и положили куда-то на полочку. Потому что если признать, что это вовсе никакое не совпадение, то придется тогда признать, что мы, простые люди, сидя на диване, можем изменять физическую реальность. А это ломает всю картину мира, где власть у тех, у кого есть деньги и танки, может просто рухнуть. Рухнуть от того, что где-то какая-то кучка осознанных людей просто сядет медитировать. И самое смешное при всем при этом, количество людей, что способны сдвинуть эту физическую реальность, не такое уж большое, и цифра известная. Ну а теперь сказка о том, чего боятся на свете все паразиты этого мира. Дорогие мои слушатели, никакого волшебства не было. Была технология. Моисей не разговаривал ни с каким говорящим кустом. Он просто знал технологию, которую люди только начинают открывать заново. Технологию, которая позволяет группе людей синхронизировать свое намерение и менять физическую реальность, причем на любом расстоянии. И те, кто сейчас сидит в Давосе, Шваб, Гейтс, Финкс, Сорос, Ротшильды и их прихлебатели по всему миру, они точно знают эту историю. Историю про Моисея и Соломона, и не только. Они знают, чем закончился Египет. И они боятся.
Боятся вовсе не какой-то там ядерной войны. Они боятся, что люди по всей планете вдруг вспомнят, что мы можем собраться в кружок, синхронизироваться и одним намерением обрушить на них казнь. Казнь египетскую. Потому что коллективное сознание, как доказано уже научно, способно даже убивать. Физически. Оно способно не просто напугать каких-то там депутатов или сенаторов, президентов, а вообще всех. Уничтожить к чертовой матери. Если, конечно, на то будет воля Божья. Но мы же не звери, правда? Мы не хотим никого убивать. А мы хотим просто справедливости. Мы хотим, чтобы они, те, которые там сидят наверху, просто перестали нас гнобить. Перестали разжигать войны, перестали уничтожать фермеров, их скот, перестали запирать наших детей в цифровые концлагеря. Перестали кормить нас обещаниями, а сами при этом жрать мраморную говядину, пока нам предлагают жрать тараканов и каких-то там жучков. Согласно устойчивому развитию планов господина Шваба. Есть, к слову, еще одна деталь, которую обычно упускают из всех этих сказок. У обычного человека биополе состоит из двух половинок и покрывает пространство максимум метра на 2,5. Ну и такое биополе, это максимум, что может сделать, это соседа задеть. Ну или какую-нибудь там мелкую порчу навести. Ну а если вдруг человек не совсем обычный, а нагваль, то у таких ребят поле состоит из 4-8, а бывает даже и из 12 электромагнитных полей. Такие поля накрывают уже не только квартиру или какой-то там дом, город, а может накрыть и всю планетку. К чертям собачьим. И говорят, что такие ребята способны в одиночку, постукивая ногой по земле, входить в резонанс со всей планетой Земля и менять частоту Шумана. Вызывая землетрясения, наводнения, да и вообще в глобальном масштабе вызывать катаклизмы по всей планете просто своим присутствием. Когда такие ребята садятся в круг и синхронизируются, их поле складывается не по арифметике, а по геометрии и покрывает уже с собой не только всю планету, но и всех фараонов в Давосе вместе с их рейтингами, акциями BlackRock и мечтами о жучках. И вполне возможно, может быть, тот самый многоименный аватар, о котором все говорят, это и есть такой парень. Его меч – это его электромагнитное поле и звуковые вибрации. Технология. Технология Божьего Слова. Его небесное воинство – это синхронное дыхание, что может резонировать со всей планетой, со всеми людьми и менять частоту колебаний. Частоту колебаний мозга человека. Его духовное оружие – это способность накрывать своей конгерентностью весь этот безумный мир. Чтобы он, наконец, выдохнул. Чтобы он выдохнул и перестать пукать. Перестал пукать коровками. Ну а теперь самое главное. То, что сейчас происходит во всем мире. Слушайте меня внимательно, потому что это самая смешная сказка. Перезагрузка – это никакой не апокалипсис. Это просто хирургия реальности. Не сжечь сад, не уничтожить этот мир, а выкорчевать сорняки. Сорняки, которые отравляют почву. И провести дезинфекцию всех паразитов, чтобы посадить новые семена. И процесс идет на всех уровнях, одновременно.
На уровне материи меняются вибрации планеты, изменяется частота Шумана, проявляется повышенная солнечная активность. Именно поэтому трясет Землю, меняется климат, меняется энергетика. Старые негибкие структуры, социальные, экономические, политические, все летит к чертям, все рушится, не выдерживая новой чистоты чьего-то присутствия на планете Земля. На уровне сознания происходит прямая трансляция. Не убеждение, а перекодировка. Старые догмы, основанные на страхе, теряют свою силу. Умы, готовые к восприятию, получают вдруг доступ к знанию об истинной структуре реальности и своем предназначении в этом мире. На уровне духа происходит инициализация. И национализация выбора. Скрытое становится явным, маски слетают с лиц и падают. И человек вынужден выбирать. Выбирать, остаться ли ему в парадигме страха и выживания, или сделать шаг в парадигму творчества и любви. Под воздействием этого процесса реальность раскалывается. Не физически, а резонансно. И возникают две параллельные реальности, две параллельные линии, которые постепенно расходятся по траектории в разные стороны одного и того же мира. Земля-глина – это реальность, где побеждает инерция, страх, эго. Мир, который окончательно выбрал для себя путь потребления, иерархии и духовного сна. И его финал. Его финал – это энтропия, рециклинг. Для паразитов финал всегда один и тот же. Хотят они этого или не хотят, неважно. Все произойдет. А есть еще одна веточка. Земля, дерево. Это реальность, где активизируются семена. Семена творчества, созидания, сотрудничества и осознанности. Мир, принявший знания как руководство к действию. Здесь технологии духа сливаются с технологиями материями. Эта ветвь становится инкубатором. Чистым инкубатором, достойным породить новых созидателей реальности. И это никакое не наказание. Это естественная сортировка, которая происходит прямо сейчас, прямо на наших глазах. Как магнит разделяет железные опилки и песок. Резонанс аватара, который прямо сейчас присутствует на Земле, разделяет всех существ по природе их сознания, потому что суд, дорогие мои, уже идет. Миссия аватара знаменует собой конец цикла. Цикла невежества, где правила игры когда-то диктовал падший оператор под именем Яхве и его эманаций и эгрегоров страха. А вмешательство аватара отменяет все эти старые правила. Отменяет и устанавливает новые. Правило, где выживает сильнейший, сменяется правилом «выживает созидающий». Правило «страх перед незримым господином» сменяется законом ответственности перед своим же творением и своими действиями, поступками. Цель спасение души заменяется новой целью – взращивание духа созидания, духа Творца. Новая игра сложнее, опаснее и бесконечно прекраснее. В ней нет больше гарантий спасения извне. Но есть инструменты. Инструменты для самосозидания. Для созидания всего окружающего мира. Где не будет никакого небесного рая. А будет только радость творчества, как естественное состояние. Создание рая прямо здесь, прямо сейчас.
на земле. Калки, как его ни называй, пришел в этот мир вовсе не для того, чтобы занять какой-то там светский трон или спасать все человечество. Он на самом деле пришел в этот мир, чтобы дать возможность лично тебе, мой дорогой слушатель, возможность спасти себя самому, пробудив в себе свет, божественный свет Создателя. И перед каждым сегодня стоит вопрос: цепляться ли за руины старого мира, за его богов, его правила, его призрачные гарантии и тупо следовать безропотно в цифровой концлагерь, в стадо рабов, или сделать шаг в пустоту, доверившись внешнему спасителю, а точнее самому себе, своему внутреннему закону и своему собственному спящему могуществу под названием совесть. Миссия аватара — это просто создать условия, где этот выбор будет невозможно отменить, невозможно будет отложить в сторону, где нейтралитет равен выбору в пользу распада и уничтожения. И вот тогда, дорогие мои, выяснится, из чего сделаны лично вы на самом деле. Из податливой глины, готовой принять любую форму от другого. Или же вы состоите из воли, несгибаемого намерения, в котором уже запрограммирована программа будущих вселенных, будущего рая на земле. Потому что, дорогие мои, он уже здесь, и его мечи обнажены. Один режет цепи в умах людей, другой разбивает скорлупу мира и повышает частоту вибраций, частоту Шумана, солнечную активность. Так что, дорогие мои, можно, конечно же, цепляться за прошлое, но изменения уже происходят, и они необратимы. А можно начать создавать будущее прямо сейчас. Потому что выбирать все равно придется. И именно этот выбор определит, в какую из двух земель попадешь лично ты. В ту самую землю, которая станет прахом, или в ту, что станет звездой в корне нового Брахмы. Так что, еще разочек, дорогие мои друзья, не ждите никакого парня с неба, потому что его меч находится уже в ваших руках. Только вы об этом просто не знали. Его небесное воинство – это вы. Его духовное оружие – это ваше собственное намерение. Спросите себя, чего же вы хотите? В каком мире вы хотите жить? В мире нищеты, голода, цифрового рабства? Или же в мире любви и созидания? Как-то так. Сказка ложь. Давней намек. Добрым молодцам урок. А добрые молодцы, так-то на минуточку. Это вы.